Мое видеорасследование о том, как я нашла вещи H&M в оптовой продаже несортированными в подмосковном Лыткарино, вызвало большой резонанс. На момент съемки этого видео наш мини-фильм набрал почти 100 тысяч просмотров на YouTube. Сотни тысяч человек, все эко-сообщество, десятки крупнейших медиа, радио и телеканалов поддержали эту историю, а ведь у нее были все шансы затеряться в информационном шуме коронавируса. Спасибо всем за солидарность и поддержку. Интересно, что мне в личку писали и сами сотрудники H&M, которые благодарили за это видео, просили не бросать расследование и довести дело до конца. Первая реакция H&M появилась уже на следующий день после выхода ролика. Как опять же написала мне в личку одна из сотрудниц H&M, всем сотрудникам было направлено письмо о том, как реагировать на вопросы покупателей, родных, друзей, клиентов и медиа. В официальном комментарии говорилось, что H&M относится к материалу журналиста очень серьезно и уже связалась со своим партнером iCollect для выяснения подробностей по этой истории. В понедельник в 9 утра с моей почты автоматически ушли письма сразу по 4 адресам: российскому и шведскому H&M, шведскому Vagabond и главному виновнику торжества iCollect. В H&M рассказали, что сообщат о результатах внутреннего расследования, как только они появятся. Vagabond ответили, что изложенная видеоинформация совершенно новая для них, и до выяснения подробностей с iCollect бренд принял решение приостановить сбор обуви в российских магазинах. К слову, вечером того же дня я оказалась в одном из магазинов сети Vagabond и могу подтвердить, что стойку с информацией о программе Шубринбек действительно убрали. Молниеносная реакция. К слову, шведский офис H&M мне так и не ответил, а компания iCollect ответила только на следующий день, и то после того, как я попросила Vagabond посодействовать, плюс отправила свое письмо на еще один адрес компании. С момента выхода расследования и до получения официального ответа компании iCollect прошло всего 5 дней, причем 2 из них были выходными. В среду 25 марта в районе 16:00 я получила ответы практически одновременно от H&M и iCollect. По ссылке в описании вы можете прочитать английскую и русскую версии этого ответа. А в этом видео я хотела бы коротко описать суть письма, как я ее поняла, и добавить свои комментарии. Наверное, самое главное открытие письма в том, что все это время в России осуществлялась пресортировка одежды, собранной из контейнеров H&M. При этом H&M продолжал транслировать информацию, что все вещи уходят сразу в Германию на завод Соекс. Непонятна причина такой скрытности и почему компания решила рассказать об этом только сейчас, после публикации расследования. Ответа на это в заявлении я не нашла. Кстати, в письме говорится, что с 2019 года одежду стали увозить не в Германию, а на другой завод Соекс, который находится в Арабских Эмиратах. Эта информация для нас также является абсолютно новой. По словам iCollect, трудности могли начаться в 2019 году, когда буквально за 1 месяц в 2 раза выросли объемы вещей, собираемых в российских магазинах H&M. Тогда iCollect был вынужден просить локальных партнеров проводить более тщательную пресс-сортировку. Как я понимаю, по версии компании, именно тогда и мог произойти этот сбой. С этой версией я не вполне согласна, потому что по имеющейся у меня информации объявления о продаже несортированной одежды оптом стали появляться в интернете примерно с 2016 года. Также из официального ответа компании следует, что ООО «Астекс» в Лыткарино не единственный подрядчик. В этом случае хотелось бы узнать имена остальных и стоит ли нам опасаться за стандарты их работы. Интересно, что в письме некорректно названо ООО подрядчика. Правильное название – «Астекс Рус». Его учредитель Артур Котлярский, и телефон Артура был указан на сайте склада в Лыткарино. Это очень важно, потому что это 2 совершенно разные компании. ООО «Астекс» находится по другому адресу и вообще в прошлом году было ликвидировано. Обратите внимание на схему утилизацию, представленную в ответе. Она по-прежнему не дает полного представления о всей логистической цепочке. Было бы здорово эту схему, во-первых, перевести на русский язык, во-вторых, добавить на русскоязычную версию сайта, чтобы любой покупатель, даже без знания английского языка, четко понимал, какой путь проделает его одежда от контейнера. Кроме того, стоит добавить к каждому пункту адреса и, опять же, название юридических лиц. Где это у нас, интересно, находится Recycling Facilities в России. С удовольствием бы туда съездила на эко-экскурсию. Без этих уточнений схема по-прежнему будет непрозрачной. Особенно меня смутил пункт Local Waste Management. Почему это на иконке изображен объект, напоминающий мусоросжигательный завод?
В общем, я хотела бы обратить ваше внимание, что история еще не закончена. Все эти вопросы я отправила в компанию H&M и буду очень ждать ответа. После этого расследования читатели стали присылать мне вопросы и про экологические программы других брендов. Например, можно ли сдавать обувь в Рандеву, а одежду в Юникло. В ближайшем будущем я обязательно напишу про это посты, а возможно и сниму видео. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм Джо Кукер, подписывайтесь на этот канал на ютубе и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых роликов.